Почему вас только четверо? Двое были убиты. То, что ты сейчас сказал? Никогда. Нет, почему это показывают? Бляха! Дамы и господа, через 20 минут встречаемся у фиолетового шатра. Именно это сказал нам Сдерик 20 минут назад. А еще, благодаря этой встрече, мы наконец-то узнаем, кто такой СМ. По правде говоря, я уже догадался, кто это такой. Скорее всего, сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы идем по пятам прямо за СМ. Да, вот так сходу, вот так сразу. Напоминаю, события предыдущей серии не закончены. Помимо того, что мы с Дериком украли секретные документы о Тое Фетуне, кстати говоря, вот они, я также предложил с Дерику сходить в еще одно место. И да, я говорю о том самом месте, которое позволит найти мои вещи из самой первой серии этого сезона. Например, вот этот меч, или вот эту волшебную палочку, или шубу. Именно поэтому нам нужен чертов СМ. Честно признаться, я уже примерно 2 серии подряд догадываюсь, кто такой СМ. Но это только догадка. Короче, помните вы или нет, но СМ говорил о встрече в масках. Мы уже знаем одного персонажа, который постоянно ходит только в маске. Салман Муджалид. Угу, именно тот самый жрец бога Монту. И если посмотреть на его первые буквы в имени, то все куда более чем очевидно. Салман Муджалид. СМ. Я много комментариев прочитал, я видел то, что вы писали Синдбад мореплаватель, бла-бла-бла, но я с самого начала не хотел это озвучивать, потому что как будто это, ну не знаю, слишком бредово звучало. Синдбад мореплаватель. Да и к тому же это не особо подходит Синдбаду по одной простой причине. Он в списке, он не может быть в Нарфонисе. Короче, давайте прочитаем еще раз. Собрание новичков перед храмом в полнолуние. Будьте в масках. СМ. Я так понимаю, перед храмом бога Монту, да? Я не помню, где это находится, но, по-моему, где-то в той стороне. Если судить по карте, то это вот здесь. Да, вот это место по-любому храм бога Монту. Но, погодите-ка, не забываем о том, что мне нужно еще со Сдериком встретиться. Пойди около около фиолетового шатра. Только не говорите, что там Сдерик. Неужели он туда убежал? Я прошу прощения. Извините. Нет, зайти, кстати, нельзя. Простите. Поговорить с ней тоже нельзя. Стоп! Это же та самая, которая из порта, да? Так, я не понимаю, если я не могу с ней поговорить, если я не могу зайти туда, то зачем она сюда вышла? Используй чат. Господи, бога ради, как я должен был до этого догадаться? Так, используй чат, ну не знаю. Извините, пожалуйста. Ой, серьезно? Кто здесь? Ну как? Боже, что ты здесь делаешь? Здравствуйте. Я, честно говоря... ты караулил меня! Ты меня караулил! Я друга жду. Я сейчас стражу позову! Не надо! Позову стражу! Что тебе от меня надо? Ты с ума сошла. Вы такая красивая красавица. Хочу познакомиться поближе. Зачем ты натравила на меня стражника в порту? Хороший вопрос, кстати. Что за непонятную ерунду в стихах ты несла тогда в палатке? По сути своей мы знаем то, что это Кнеф Мтити, поэтому нет смысла спрашивать. Зачем ты натравила на меня стражника? Во! Я натравила? А то, что перед этим меня чем-то ты усыпил, решил не упоминать, да? Но я ничего такого не делал. Вот как. То есть ты думаешь, что раз я такая красивая, то совсем дура, что ли? Я помню, как завела тебя. А ты как дурак, уселся куда-то в сторонке. Ты должен был послушать. Потом я бы тебе станцевала. И ты, конечно же... очарованный моей красотой, должен был оставить мне все заработанные утены. А вместо этого ты меня заколдовал. Да ты
С ума сошла, что ли? Твоим телом завладела Кнеф Мтити, чтобы поговорить со мной. Я не знаю, поверит она или нет, но мне хочется нажать, потому что вот тут есть такой значок. Да у тебя самой глаза начали черным светиться, и ты начала ерунду нести какую-то. О, сейчас бы в современном мире верить в магию. Еще скажи, что огни существуют. На самом деле тут либо второе, либо третье. Второе, потому что я хочу из-за вот этого значка, а третье, потому что это как-то более логично звучит. Ну давайте посмотрим, что даст вот это. Твоим телом завладела Кнеф Мтити. Ты что, один из этих чокнутых фанатиков, что ли? Ха, я думала, такие бывают только среди сторонников Роноса или Монту. Но я как бы вообще-то серьезно. Ага, говори. Хотя, конечно, в моей семье всегда были предания об одном семейном даре. Но я никогда в это не верила. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что ты не использовал против меня магию, да? Тогда, да, вот именно. Ну ладно. Я помню, тогда удивилась, ведь ты меня не касался, ничего под нос не шептал, да и не пропало ничего. Может быть, я в тот день была слишком уставшей и просто уснула ненадолго. В любом случае, красавчик. Это не я натравила на тебя стражников, это они спрашивали про тебя. Не знаю уж, чем ты им там насолил, но расспрашивали они довольно подробно. Что? Про меня спрашивают? Ой, эй, Лолошка. О, Лолошка, прости, что задержался. Там, Эй, это твой друг? Ну, вообще, как бы, получается, да? Лолошка, это... Ну, ладно, мне в любом случае пора. Спокойной ночи, Лололошка. У меня ничего не было, Сдерик. Я тебе гарантирую, она сама. Это твоя подруга, да? Нет, это у нас, скажем так, тяжелая история. Ну, зато красивая. Слушай, Лолошка, вообще-то уже темнеет. Ты же расскажешь мне, какое у тебя есть дело на ночь глядя, а? О, и даже выбор. Нам нужно в бар «Сладкий утенок», в дом моих грабителей, в храм Монту. Так, ну нам, получается, нужно в храм Монту, потому что, заметьте, единственный храм, который здесь упоминается, это храм Монту, а я в любом случае понимаю то, что нам нужно в храм, поэтому храм. Лолошка, ты что, серьезно? Ты решил за одну ночь все храмы осквернить, что ли? Не-не-не, мне не нравится эта идея, не нравится. Что тебе там вообще надо-то, а? Так, тут главное сейчас не ошибиться. У меня есть доказательство, что там что-то планируется. Протянуть записку. Ой, зря я тебе рассказал, Сдерик. Иди-ка ты лучше домой, я буду позже. Да, Сдерик, ты прав. Это какие-то глупости. Идем домой. Ну, получается, протянуть записку. Собрание новичков. Вот это. На. Так, ну-ка. Собрание новичков. Что? Лолошка, откуда это у тебя? С чего ты взял, что речь тут именно о храме Монту, а не о каком-то другом? А вот это хороший вопрос, Дерек. У меня просто выбора другого не было. Верни записку. Я, кажется, понял. Салман Муджари, точно. Неужели ты думаешь, что это и есть тот самый таинственный СМ? Лолошка, есть одна маленькая проблема. В записке сказано быть в масках. Может быть, есть идеи, что это за маски могут быть, а? Честно говоря, нет. Ну вот, я так и думал. Ой, маски. Слушай, знаешь, до полнолуния остается 1,5 часа. Мы можем прийти в храм, спрятаться там и даже попытаться посмотреть, что там будет происходить. О, боже, поверить не могу, что я это предлагаю. Мы действительно собираемся проникнуть в 2 храма за один вечер. Это так опасно! Пойдем. Мы должны быть уверены, что будем там первыми, чтобы не попасться. За мной. Меняется Сдерик прямо на ходу. Пойдем, там очень опасно. Подожди, ну может быть здесь посмотрим? На рынке, кстати, никого нет. Маски какие-нибудь, вот типа... Вот, Крипер. Подожди, мы пешком будем идти? Это же очень далеко, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, мы реально топаем. Жители какие... Ой, а чё так много жителей? Пипец. На ночь глядя все решили помолиться. Обалдеть, Лолошка, смотри. Это они что, столько времени сидели на храмовом совете? Так это... О, это же означает, что Акетра сейчас там, среди них. Пойдем, надо сказать ей, что мы будем поздно. Подожди, серьезно, мы можем это сделать? О, Акетра! А она не наругается? Ничего такого нет? Опа! А что это вы тут делаете, мальчики? Решили проводить меня домой, да?
Ну не стоило, не стоило. Ха, а мы и не собирались. Ой. Чего? То есть, леди Акетра, мы пришли сказать, что будем дома поздно. О, и как это понимать, а? Ну, Лолошка, а ты чего молчишь? Я вообще не хотел подходить. Зачем подходить-то реально? Это тупость была какая-то с Дерек. Ладно, может быть, что-нибудь сейчас ответим. На самом деле мы действительно пришли, чтобы вас проводить. Ага, то есть можем выкрутиться. С Дерек говорит, что храм Монту очень красив при свете луны. Я давно хотел посмотреть. Леди Акетра, те разбойники, которых я зарезал, у одного из них я нашел вот это. Протянуть записку. Блин, наверное, не стоит это Акетре говорить, да? Пока что. Я хочу вот это нажать. Солгать. Сдерик говорит, что храм Монту очень красив при свете луны. Вот я и хотел посмотреть. Да. Потому что, помните, я спрашивал, когда полнолуние. Во! А это вполне себе может сработать. Ну-ка. Да, все так. Так это чего же? Ты, получается, со Сдериком идешь при луне смотреть на храм, да? Да, я так и сказал. О, вот оно что. Ну ладно. Хорошей вам прогулки. К утру, Сдерик, завтрак все равно должен быть готов. Понятно? О, да, леди. Конечно, госпожа. Я приготовлю ваш любимый тост с авокадо и яйцом. Ну что ж, гуляйте. Подожди, а почему она обиделась? Слушай, Лолошка, а ты чего ей не рассказал-то? Ты зачем соврал? Ну, в смысле? Так, а я думал, Она не же надо. могла пояснить нам, что происходит. Давай догоним ее, а? Ух ты, и даже на такой есть выбор? Нет, Сдерик, у нас слишком мало информации. Мы не можем подвергать госпожу опасности. Кстати, вот это правда, у нас действительно инфы-то мало, мы даже не знаем, кто такой Салман Муджалид. То есть, окончательно, кто это и что это за жрец, нам 0 информации дали об этом. Да, Сдерик, слушай, ты догоняй ее, а я пойду в храм. Ты прав, Акетра пользуется уважением в Нарфанисе. Она может что-то знать. Нет, мы не будем подвергать госпожу опасности. О, вот как. А я как-то даже и не подумал о том, что это может быть опасно. Да, Лолошка, ты прав. Кроме тебя, Акетра лучшее, что случилось со мной за последнее время. Пока мы не знаем, что именно происходит, лучше ее не впутывать. Вот так вот, а. Идем, а то опоздаем. Вот. Здравые слова здравого человека. Так, мне бы на самом деле это факелы сделать какие-нибудь, а то я ничего не вижу. Слишком темно, слишком темно. Но зато телепортируемся. Ну-ка. Так. Никого нет. Ага, вроде пока что все тихо. Служители все разошлись по домам. И где же нам спрятаться? Ну зачем столько выбора? Блин, я конечно, понимаю, интерактивы и все такое, но многовато решений. В соседнем здании, в самом храме, на крыше. Ну смотрите, в самом храме, если мы спрячемся, то мы, наверное, будем все видеть, но при этом легко спалимся. В соседнем здании, как будто мы вообще ничего не будем ни слышать, ни видеть, поэтому это отметается. А вот на крыше, фиг знает, что с крыши. Какая она здесь? Ну-ка посмотрим. Она дырявая? Она дырявая! Тогда как будто на крыше, да? Какое у тебя лицо? Интересно, куда же мы пойдем? Давай... Да, наверное, все-таки давай на крыше. О, согласен, это классная идея. Люди чаще всего смотрят себе под ноги. Пойдем. Ну вот, логично. О, пошел процесс! Ты погляди, какая красота, а? Ну, а я так, по старинке. Самой дурацкой анимации в мире. Ну-ка. Сдерик, ты проработан лучше, чем я, знаю это. Хорошо. Так, Сдерик. Ага, понял. Иду. Фу. Ну, хотя бы не опоздали. Знаешь, Лолошка, когда Бурис отвозил меня на проклятый континент, я молился. Я молился, чтобы никогда сюда не возвращаться. Я думал, что за пределами этого города стану свободным. Но нет. Сейчас я чувствую себя гораздо свободнее, чем раньше. Оказывается, дело не в местах, где ты живешь, а в людях, которые тебя окружают, и поступках, которые ты совершаешь. Ты, кстати, как думаешь, что имел в виду Салман, когда говорил про Тоефетуна? Не может же быть такого, что это чудовище из книг действительно существует. Как он там говорил-то? Даруй Тоефетуну правильное видение, да, вроде бы так? А потом еще что-то про то, что это чудище преследует свои цели. Да блин, это ерунда какая-то. Как думаешь, записка, которую ты нашел, она как-то связана с этим чудовищем? Так а разве мы сейчас не узнаем, нет? Мы же как раз вот вроде и ждем. Я слышал, как люди на рынке обсуждали, существует Тоефетун или нет. Да, кстати, было такое. Мы с Бурисом нашли письмо от СМ в доме, где жили мои грабители. И это правда тоже. Сдерик, Кнеф Мтити про Тоефетуна сказала, что боится, что смертные сами поубивают себя. Черт!
И ведь это тоже правда. Ну, наверное, вот это самое такое скучное, то, что люди обсуждали. Либо про дом сказать, про мои вещи, либо про Кнеф Мтити. Но он знает то, что Кнеф Мтити существует, типа он реально верит в это, поэтому да. О, блин, что-то не сходится. Стой, погоди, Лолошка. Ты только что сказал, Кнеф Мтити говорила с тобой о той Фетуне? Да, это правда. Так, что там? Шумят? Уйдут. Эй, смотри, вон они здесь. Ну-ка. О, братья мои! Полнолуние — это время нашей силы. Сегодня вы приобщитесь к нам и больше никогда не будете прежними. Я посвящаю вас. Что он делает? А, ты посмотри, он реально каждому подходит и... Прям посвящает. Блин, с крыши, кстати, прикольно смотрится. То есть, по сути, мы могли в соседнем здании быть, где-то, наверное, вот здесь, а в храме прям вот оттуда наблюдать. Но О, с крыши... обалдеть, обалдеть! Это посвящение в тайное общество. Лолошка, ты понял? Это какое-то тайное общество. Ты был прав. Все не просто так. Братство предупредило меня о 6 новых членах. Почему вас только 4? 2 были убиты, Салман. А что ты сейчас сказал? Эй, Салман, пошел! Никогда! Я сказал никогда! Что, он его убил. И еще раз повторю, никогда не используйте реальных имен в этих масках. Помните, братья, братству плевать на ваши чины, плевать на ваши богатства и положение. Наша анонимность и безопасность превыше всего. Кто убил тех несчастных, что не пришли? Это была пьяная драка, господин. Но в тот день с ними видели Акетру. Мерзкая, жалкая девчонка! Грядет тот день, когда мы доберемся и до нее. Встаньте, братья! Вас ждут остальные члены нашего общества. То есть, офигеть! Это просто невероятно. А, кстати, они реально в масках. Что они делают? Что они делают? Что это за песня? Танец, я не знаю. Так. Храм Монту. Они поджечь что-то собираются? Но они же не будут что-то поджигать, да? Просто у них факелы в руке. Да ну, бляха, тут есть какие-то катакомбы. Как же хорошо, что мы не в храме спрятались, да? Хотя, наверное, нас бы все равно не спалили. Скорее всего, все 3 выбора были безопасными. Скорее всего. Так. Обалдеть! Это невероятно! Настоящее тайное общество с настоящим тайным ходом! О, это так волнительно! Скорее пойдем, Лолошка, давай осмотрим тело. За мной! За мной, за мной, за мной! Ты серьезно? Осмотреть тело ты... Ты рофлишь? Какой нафиг... Ладно, плевать. Видимо, выбора-то у меня все равно нет. Так. Стой, подожди, я знаю его! Это же Зафир! Мы с ним спасали кошек, когда только вышел закон фараона! О, нет! Как же так, Зафир? Какая ужасная судьба! Так, подожди. А мне тут еще кое-что. Кто здесь? Ой, я слышу. О боже, Лолошка, бежим! Разделимся! Я налево, ты прямо! Встретимся у дома! Там кто-то есть! Я в маске, не я в маске, я на всякий случай надел маску. Я тебе говорю. Бляха! За мной кто-то бежит! Я слышу, как кто-то бежит за мной! Я не хочу оглядываться! Фак! Фак! Я хочу хорошую концовку. Я хороший сюжет. Я даже по миникарте вижу, как кто-то бежит за мной. Фак! Так, я же успею. Бляха, как это прикольно сделано! Ну я должен успеть, я должен вырваться. Я не хочу даже проверять, что будет, если меня поймают, потому что ощущение, что это будет именно плохая концовка. Так, сюда. Сюда? Бога ради, куда? Куда? Все? Я спасен, да? Я сбежал, да? Так, по миникарте вижу, белая точка движется вперед. Вижу. Она прошла дальше. О, пипец, я реально сейчас в таких шоках был. О, что?
Обновление от Порту и Фетуну. Так. Чтобы вы понимали, я на ходу маску даже надел. На лбу выгравирован фиолетовый глаз. Такие маски носят члены тайного общества. Ладно, давайте снимем. Сейчас уже явно не надо надевать. А еще у этого человека было то же самое письмо, что и у меня. Собрание новичков перед храмом. То есть у меня теперь 2 письма. Салман Муджалид не такой простой чел, как могло показаться. Это вам не просто какой-то там жрец бога Монту. Это буквально, походу, основатель или управленец тайного общества, который, я не понимаю, поклоняется Той Фетуну? Или что? Подожди, а как мне теперь обратно-то вернуться? Наверное, мне лучше сейчас вернуться куда-то сюда, потому что здесь я хотя бы понимаю, как пройти. Но я надеюсь, что меня не поймают. Давайте прочитаем, что у меня в задании появилось. Отпор Той Фетуну. Я узнал, что Той Фетун — это древнее восьмиголовое чудовище. А еще, кажется, так называется тайное общество, членом которого является верховный жрец храма Монту. Салман Муджалид. Убийство моих грабителей, вероятно, также связано с Той Фетуном. Господи, я только сейчас допер то, что реально те самые грабители из первой серии, вероятно, погибли, потому что им дом подожгли. То есть, мы помните, когда пришли с Бурисом обыскивать дом, он же был... Как это... потухший, господи, сгоревший, точно. В любом случае, ребята, это было тотально интересно. А то, как за мной гнались, боже, у меня мурашки от страха по коже пошли. То есть, понимаете, сюжет настолько круто передан, что я боялся обернуться. Ладно, успокаиваемся. За мной, по идее, гнались, но не догнались. И... бармен. Джамиль. Наконец-то! Если бы я знал, насколько поздно Абды Акетры возвращаются домой, никогда бы не стал их караулить. Так, слушай, а ты же не тот, кто за мной гнался, да? Если бы я знал, что друзья Акетры будут меня караулить, я бы не стал задерживаться. Что тебе от меня надо? Я действительно задержался, так что у меня нет времени на разговоры. Пока. Ну давайте вот первое. Если бы я знал, что друзья Акетры будут караулить, я бы не стал задерживаться. А ты смешной. Когда ты дрался, я обратил внимание на то, как ты держишь левую руку, парень. Мне кажется, она у тебя уже здорова. Но ты почему-то боишься пускать ее в ход. А ну-ка, держи, вот. Я знаю. Выглядит хреново, пахнет еще хуже. Но поверь, ты мне еще спасибо скажешь. Ну что же получается... Масалама! Стой, забери, я не нуждаюсь ни в чьих подачках. Это точно не отрава? Зачем ты помогаешь мне? О, парень, я люблю, когда интересные люди мне должны. А ты мне кажешься интересным. Ну все, бывай. Ты серьезно? Блин, надо было просто отказаться. Так, все, он исчез. Странная вонючая мазь. Пахнет сосной и скипидаром. По цвету напоминает Хару. О боже. Так, погоди, еще раз. Что он сказал? Когда ты дрался, я обратил внимание на то, как ты держишь левую руку. Мне кажется, она у тебя уже здорова. Погоди, а ты знаешь о том, что она у меня была поломана? Серьезно? Так, прежде чем я вернусь, хочу понять, а где, собственно говоря, Сдерик? Сдерика просто нет. То есть он сказал то, что встретимся у дома, разве нет? Вот, встретимся... дома, не у дома. Все, понял, сори. Тогда не проблема, действительно можем возвращаться. Так, странную вонючую мазь надо бы заюзать на самом деле. Прошу прощения, Сдерик, ты сказал встретимся дома. Я так понимаю, то, что ты где-то здесь, да, на кухне? Что за... Не, ну я как бы понимаю ночь, я понимаю, почему других нету. Типа они все спят. Но что насчет Сдерика? Он реально меня даже не подождал? Серьезно? Либо он, кстати, не добежал. Ну-ка. Выйти я, кстати говоря, не могу, сколько бы я ни нажимал. Так, могу ли я сюда зайти? Нет. Могу ли в гостевую? Кстати, тоже нет, нифига себе. Давайте пойдемте использовать странную вонючую мазь. Надеюсь, она как-то, не знаю, прокачает меня. Левая рука будет использоваться. Я сейчас могу ее? Нет, я не могу ее использовать. Ну-ка. Так, и что? У меня что-то поменялось? Левая рука? Ну, вы, короче, поняли, я ее использовал, но, видимо, не сразу подействует, я понял, вот. О, зато поглядите, ребята, у меня шикарные новости. У меня ничего не пропало, ни один сундучок никуда не делся. То есть, по сути, я не ломаю стены, я могу что-то ставить, даже пирог никуда не пропал. Но беда в том, что из-за того, что нет места, я не могу поставить новые сундуки. Все, типа, за место пирога только. Поэтому мне, наверное, надо как-то их прокачать. Дощечка, благо, есть, вот она. Медь, благо, есть, тоже забираем. Все это дело соединяем и... Та-дам! Медный сундук. Появились 2 дополнительные строчки. Но я могу сделать еще лучше, да? Железный сундук создается из...
Подожди, железо? Стоп, погоди, я могу прямо сейчас это улучшить? Серьезно? 4 железных слитка, а у меня ровно 4! Ай-яй-яй! Вот это, я понимаю, повезло. Только здесь еще нужно 4 стекла, которые я не уверен, то, что есть. О, нет. Так, песочек. Может быть, есть немного песочка, там разберу пару кладочек. Нет? Только песчаник? Блин. Так вот, проблема в том, что я не могу выйти, следовательно, не могу добыть ресурсы, но я нашел песок. Буквально 2 штуки. Нет, еще 2 штуки. Разобрать и поменять на что-нибудь другое. Я тотально в этом уверен. Давайте только не передавайте это сценаристам, там никому не передавайте. Правда, никто не заметит. Я делаю все максимально аккуратно, чтобы никто меня не побил. 8 булыжника забираем, печку создаем, песок пережариваем. Забираем. И мега крутой железный сундук юзаем. Та-дам! Куча места для говна. Наконец-то. Белую маску я по-любому буду носить с собой. Давайте еще раз попробуем надеть ее. Как я выгляжу? Слушай, прикольно выгляжу. Даже очки сохранились. Реально, просто под очки идеально попадает. А вот такие вещи, как книги, другие книги, мы, пожалуй, будем убирать. Надо будет, кстати, попробовать подарить вот такую книгу и перо. Знаете кому? Правильно, Акетре. Потому что пора бы уже с ней как-то дружиться. Шкала отношений даже не нейтральная. Положительные подарки мы пока что не знаем. И в то же время зайти к ней мы тоже не можем. Обидно. Добежал ли Сдерик? Что за катакомбы под храмом Монту? Когда мы подарим корабль Зарифу? И поплывем ли мы за Синдбадом? Все это мы узнаем уже в следующих сериях. На этом я буду постепенно заканчивать. Я прекрасно понимаю то, что мне нужно сейчас лечь спать, но сделаю я это в реальной жизни. Хе-хе-хе. Ладно, если серьезно, то я правда надеюсь, то, что вам нравится, как развивается сюжет. Куча арок. Видно то, что постепенно их становится все больше. Нам задают все больше вопросов, и мы постепенно вроде бы и получаем ответы, но при этом задаемся еще большим количеством вопросов. Мне нравится такой подход. Правда нравится. Пожалуйста, не забывайте про ваши подписки, не забывайте про ваши микронажатия на лайки, там, что еще, колокольчики. Это супер жестко мотивирует. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Маска, которая еще сыграет свою роль. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.